В одну из пятниц у меня был насыщенный рабочий день. Он был наполнен разными заданиями, которые нужно было успеть сделать за день. Я хочу показать вам, как я организовала свою работу в этот день. Как вы видите, сначала я просто выписала в блокнот все дела, которые я должна успеть сделать сегодня. Потом я взяла большой лист бумаги и расчертила его в виде таблички. Количество колонок соответствует количеству задач. У меня было 7 основных дел, которые нужно было сделать. Кстати, забегая вперед, я все-таки не успела выполнить 2 из 7 дел. Выходит, что 7 дел на один рабочий день – это много для меня. Теперь я прикрепляю свою табличку на пробковую доску. После этого я придумываю шаги выполнения для каждого задания и записываю их на стикерах. Приклеиваю стикеры с шагами под каждым заданием. И выходит так, что каждое большое дело разбито на 2-3 шага, которые не выглядят такими уж пугающими. Включаю фоновую музыку и приступаю к работе. В чаты захожу только для того, чтобы выполнить задание. Выполнила 3 из 3 шагов одного задания. Ура! Конечно, между большими задачами делаю перерывы. А для следующего дела меняю место работы. И еще раз меняю. С каждым стикером, который уходит с доски, чувствуется облегчение. Чувствую, что проголодалась, и лучший отдых – это еда. Дышать воздухом из окна может считаться за свежий воздух? Поем тоже смотря в окно. Нужно отвлекаться, и особенно от экрана компьютера. Сделаю себе кофе перед тем, как вернуться к работе. Сейчас будет кофейная красота. Еще раз меняю место работы. Теперь почти полностью улеглась на кровать.
так получилось, что почти все дела на этот день должны быть сделаны за компьютером. Поэтому внешне ничего интересного не происходит. Но сама умственная работа может быть достаточно захватывающей. Одно из дел закончила наполовину. Сегодня уже не смогу довести его до конца, поэтому придется вернуться к нему на следующий день. А сейчас я буду приступать к моему любимому заданию этого дня. Мне нужно закончить картину, начатую пару дней назад. Готовлю материалы и буду приступать к работе. Кстати, в этот момент я снимаю кадры для еще одного видео. Там я тоже рисую эту картину. Я прикреплю видео выше. Такая работа меня одновременно и расслабляет, и дает сфокусированность. Вот такая получилась картина. День уже приблизился к вечеру, а я не успела сделать еще 3 задания. Поэтому мне нужно было выбрать, какое еще одно дело я точно могу сделать сегодня. И я выбрала задание по съемке сторис для моей страницы открыток. Я веду страницу в Instagram с моими открытками, но уже давно там ничего не выставляла. Но сейчас у меня появились новые идеи для открыток и также для новых вещей. Оставлю ссылку на страницу с открытками в описании к видео. Я бы хотела еще поработать, но понимаю, что мне нужно пройтись на улице хотя бы вечером. И хотя я не успела сделать все задания за день, мне было легче их выполнять, потому что они были разбиты на небольшие шаги. Я надеюсь, это видео было полезным для вас.